Каждую ночь в деревне Ранипур, расположенной рядом с заповедником Тадоба, происходило событие, которое жители долго не могли объяснить. На одной из местных ферм стал приходить взрослый тигр. Люди ожидали худшего. Обычно появление такого хищника означало опасность для скота и постоянный страх за собственную жизнь. Но этот тигр вел себя совсем иначе. Первым его заметил пожилой фермер Хариш. Однажды утром он обнаружил крупные следы возле своего дома и решил выяснить, куда они ведут. Следы привели его к корове по имени Гаури, самой спокойной в хозяйстве. Там фермер увидел невероятную картину. Рядом с коровой лежал тигр. Он не рычал, не готовился к нападению и не проявлял агрессии. Напротив, зверь спокойно прижимался к теплому боку животного, будто искал защиту и покой. Хариш застыл от страха, ожидая, что хищник в любой момент нападет. Но тигр лишь устроился удобнее и продолжал спокойно лежать рядом с Гаури. Сама корова тоже не выглядела испуганной. Она вела себя так, словно рядом находился не опасный зверь, а маленький теленок, нуждающийся в заботе. Фермер решил, что это случайность, и тигр больше не появится. Однако следующей ночью все повторилось. Потом еще раз. Хищник приходил почти ежедневно, осторожно выходил из зарослей, осматривался и направлялся прямо к Гаури, совершенно не обращая внимания на остальных животных. Постепенно слухи о необычном тигре разошлись по всей округе. Сначала соседи не верили Харишу, но вскоре сами стали свидетелями странной дружбы. Люди начали собираться по вечерам возле фермы, чтобы увидеть происходящее своими глазами. Каждый раз картина была одинаковой. Тигр подходил к корове, терся о нее и ложился рядом. А Гаури иногда тихо мычала, наклоняла голову и даже вылизывала тигра, словно собственного детеныша. История быстро привлекла внимание не только местных жителей, но и фотографов, натуралистов и журналистов. По ночам люди занимали крыши домов и укрытия, стараясь не пропустить появление хищника. Однако вместе с удивлением росла и тревога. Старейшины деревни понимали, каким бы спокойным ни казался тигр, он все равно остается диким зверем, и ситуация может измениться в любой момент. О происходящем сообщили в лесной департамент. В Ранипур приехали специалисты, среди которых были офицер Рави Патель и натуралист Аджай Шарма. Они решили наблюдать за животным и попытаться его поймать, чтобы избежать возможной трагедии. Возле деревни установили клетки с приманками, но тигр оказался осторожным. Он подходил к ловушкам, осматривал их и уходил, словно прекрасно понимал опасность. При этом зверь продолжал приходить к Гаури. Специалисты заметили, что тигр выглядел ослабленным, двигался медленно, иногда прихрамывал и почти не охотился. Тогда появилась версия, что он ранен или истощен. Возможно, именно поэтому тигр искал спокойное место, где ему ничего не угрожало, а корова, не испугавшись в первую встречу, позволила ему остаться рядом. Через некоторое время специалисты решили использовать транквилизатор, но именно тогда тигр исчез. Несколько недель его никто не видел, и жители решили, что история закончилась. Однако позже хищник снова вернулся и продолжил приходить к корове, будто ничего не произошло. Так продолжалось несколько месяцев. Тигр появлялся, исчезал и вновь возвращался, повторяя один и тот же ритуал. Но однажды он пропал окончательно. Позже в соседних районах видели тигра, который уже успешно охотился и даже обзавелся потомством. Некоторые считали, что это был тот самый зверь с фермы Хариша. До сих пор никто не знает, почему тигр и корова вели себя так необычно. Одни считают, что хищник рано потерял мать и искал замену. Другие уверены, что причиной стали травма или сбой инстинктов. Как бы там ни было, эта история напомнила людям, что природа остается куда более загадочной и непредсказуемой, чем мы привыкли думать.